Всем доброго времени суток. М, а, Это обзор программы DB Pro Connector. Прошу прощения, немного приболел. Вот, решил сделать обзор на первую версию программы. Версия 1.0.0. Давайте запустим программу. Вот, сама программа DB Pro Connector. Программа вообще сначала разрабатывалась для замены снифера. То есть для связи с базой данных удаленно и получение доступа к информации. Информации, которую снифер записывал в базу данных. То есть вообще в состав программы входит еще несколько команд, которые записывают логины и пароли в базу данных. А уже с помощью DB Pro коннектора вы управляете этими данными. Вот. То есть система, на первый взгляд, какая-то ни о чем. На самом деле это очень удобно и имеет большой спрос. Так вот, DB Pro Connector уступает в функциональности саперу. Вот. Но это пока первая версия. В следующей версии выйдет где-то в десятых числах марта, может быть чуть попозже, так как разработкой приложения занимается мало людей. Вот. И в следующей версии программа будет достаточно функциональная для своего класса. Вот. Будет у нее множество дополнительных функций, настроек. Позже, ну не во второй версии, это точно, в более поздних версиях, скорее всего, будет поддержка прокси подключения, то есть подключение через прокси сервера. Ну, давайте ознакомимся поближе с программой. То есть, вот, окно вывода информации из базы данных, статус соединения и информация о соединении. Нажимаем настройки соединения. В connection name пишем любое имя, какое вам благорассудится. Пишем Connect 1. Так. Connect 1. IP hostname. Тут пишем IP адрес сервера, где находится база данных, или же адрес, локальный адрес, где находится база данных. То есть я в данном случае пишу локальный адрес. Localhost. Localhost это по умолчанию локальный адрес, заменяющий 127.0.0.1. Порт тут пишем любой порт. В первых версиях это не важно. Database name пишем имя базы данных. Так. JVD. Username во всех, практически, точнее, во всех базах данных стандартный имя пользователя root. У меня в данном случае тоже стандартное root, так как это значение большого не имеет на локальном на локальном сервере. Password. Тут пишем пароль. Start table, стартовая таблица. Пока функция не доделана. Тут вписываем стартовую таблицу, с какой таблицы стартует. Вот. Не знаю, в скором времени, может, даже уберем. Тут есть еще функция, она пока не работает, отключена. Сохранить файл конфигурации. То есть далее в поздних версиях, ну не в поздних, может быть во второй даже, может быть к концу третьей, точнее к началу третьей, конец второй версии выйдет версия, где будет поддерживаться файл конфигурации. То есть вам не надо будет заполнять вот эту форму,
То есть, если вы хотите, если вам удобно, вы можете ее заполнить. Но также, если для более опытных людей, которые понимают параметры конфигурации, могут заполнить введенные параметры в самом файле конфигурации. То есть, это удобно будет для сохранения, чтобы вам в следующий раз запуска приложения не надо вводить опять какие-то данные соединения, чтобы у вас уже были, или даже несколько у вас может быть файлов конфигурации, то есть вам придется их просто их заменять и все. Вот, но это уже потом. Так, нажимаем сохранить. Вот, видим, отобразились наши данные, свойства, значения, точнее, значения изменились. Снова на yes. Тут localhost порт появился. Так, выходим, нажимаем connect. Видим, соединение произошло успешно. Тоже значения везде поменялись. Поменялся цвет с красного на зеленый. Зеленый цвет означает что положительное. То есть тут select table no стоит, да? Почему? Потому что там отключена функция, точнее, потому что там мы не указали start table. Вот, если бы мы указали start table, то появилось значение вместо no имя таблицы и загорелось зеленым цветом. Ну, также мы можем указать имя таблицы вот в этом поле. Указываем аккаунты. Так, нажимаем показать. Вот, пожалуйста. Появилось значение accounts зеленым цветом. Вот, мы подсоединились к таблице, да? Вот, все прекрасно отображается, все работает. Так. Если мы нажмем Disconnect, то мы отключимся от сначала от таблицы, потом уже от самой базы данных. Если вы хотите, к примеру, то есть поменять таблицу, да? Допустим, вы закончили работу с этой таблицей. Вам надо таблица не аккаунты, а какая-нибудь другая таблица. То есть алгоритм действий ваших. Если вы нажмете Show показать, вам ничего не покажет, потому что отображается, потому что, короче говоря, надо переподключиться. Вот, нажимаем Hide, отменить отображение. Уже после этого вводим какое-то имя таблицы, нажимаем опять Show. И только после этого будет отображаться новая таблица. К примеру, топик. Так. Skill trees. Skill trees. Нажимаем. Все отображается прекрасно. Ну, думаю, вопросов не возникает, потому что, говорю, программа малофункциональная, и пока что вопросов, думаю, будет очень мало. Тут даже, я не знаю, 3-летний ребенок разберется. Что касается еще программы, при дисконнекте все значения сохраняются. Буквально все значения сохраняются. Вот. Чтобы, допустим, к примеру, вам надо подсоединиться к другой базе данных. Да? Вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание. До новых встреч.